Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. И начнем сегодняшний выпуск с Филиппин. Тропический шторм Вербена вызвал серьезные разрушения и масштабные наводнения на Филиппинах, затронув за последние сутки более 47 тысяч жителей в различных регионах страны. Шторм прошел через южные и центральные острова, заставив сотни семей эвакуироваться и нанес значительный ущерб инфраструктуре. Вербена стала 22-м тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины в 2025 году. Первый выход на сушу произошел днем 24 ноября в провинции Суригао-дель-Сур на острове Минданао с порывами ветра до 75 км в час. Затем циклон пересек Висайские острова, вызвав умеренные и сильные дожди с количеством осадков от 50 до 200 мм, наводнения и оползни. К утру 25 ноября Вербена совершила еще два выхода на сушу в Бахоле и Себу, продолжая движение в сторону Палавана, где, как ожидается, она усилится до сильного тропического шторма перед тем, как покинет Филиппины. По данным Национального совета по снижению и управлению рисками бедствий, от наводнений пострадали около 47 тысяч человек. В прибрежном районе Пунта-Вера в городе Талисай было повреждено более 20 домов. В городе Бакалот наводнения затронули более 8 тысяч жителей, вода в некоторых районах поднялась до крыш домов. Из-за штормового предупреждения были отменены морские рейсы, в результате чего сотни пассажиров оказались заблокированы в портах. Власти мобилизовали ресурсы для оказания помощи пострадавшим и обеспечения работы эвакуационных центров. Жителям рекомендовано избегать низменных районов и русел рек, так как опасность наводнений и оползней сохраняется. В понедельник днем мощный торнадо пронесся по северным пригородам Хьюстона, нанеся значительный ущерб жилым кварталам в районах Спринг, Клайн и Мемориал Нортвест в округе Харрис. По данным местных властей, ущерб в жилых кварталах оказался значительным. Всего пострадало свыше 100 домов, сорваны крыши, выбиты окна, повалены десятки деревьев на машины и дома. Более 11 тысяч жителей остались без электричества из-за оборванных линий электропередачи. В некоторых районах ощущался сильный запах природного газа из-за поврежденного газопровода. Жителей просили избегать опасных зон, пока не будут устранены утечки. Спасатели немедленно приступили к проверке домов, разбору завалов и поиску возможных пострадавших, которых, как потом оказалось, по счастливой случайности нет. Тем временем метеорологи предупреждают, что штормовая система переместится на северо-восток, ожидаются многочисленные штормы и ливни в Миссисипи, Алабаме и Джорджии. Как и прогнозировали ученые, вулкан Безымянный перешел в фазу активного извержения. Вчера вечером и сегодня утром вулкан выбросил мощные столбы пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения прогнозировала начало извержения еще на прошлой неделе, фиксируя усиление активности с 10 ноября, рост термической аномалии и сход горячих лавин. Сегодня эти прогнозы подтвердились. По склонам вулкана продолжают сходить раскаленные лавины. Активность вулкана остается высокой. Ученые не исключают возможность более мощного взрыва в ближайшее время. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший поселок Ключи находится на расстоянии около 40 километров. Все экстренные службы региона приведены в состояние повышенной готовности. Туристам и местным жителям рекомендовано держаться подальше от опасной зоны. На данный момент авиационный цветовой код опасности для вулкана остается оранжевым, но может быть повышен до красного в случае усиления активности.
Сильные ливни, прошедшие над регионом Юра во Франции, привели к резкому подъему уровня реки Лул. Вечером в понедельник уровень воды достиг отметки 2 метра 4 сантиметра. Разлившаяся река затопила исторический центр Орнано, города, который называют «маленькой Венецией» из-за живописных мостов и каналов. Вода затопила главную площадь города Курбе, набережные и мосты, нижние этажи некоторых домов и магазинов, а также дороги в сторону Монджи-Сойе и Вьюи-Лафана. Мы привыкли, что Лу иногда выходит из берегов, но в этот раз было по-настоящему страшно. За полчаса вода поднялась почти на метр, рассказала владелец одного из кафе на набережной. Мэрия города и службы спасения работают в усиленном режиме для минимизации последствий стихии. Установлены защитные барьеры и перекрыт ряд дорог. Пока вода продолжает держаться на высоком уровне, местные власти призывают граждан сохранять бдительность, следить за официальными сообщениями и по возможности не передвигаться по затопленным участкам. Сильные дожди, не прекращавшиеся несколько дней в регионе Сиболга и центральной Тапанули на севере Суматры, привели к катастрофическим последствиям. Огромная масса земли, сошедшая со склона из-за перенасыщения почвы влагой, обрушилась на жилой дом. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела 4 человек, которые оказались погребены под завалами собственного дома. Все погибшие были членами одной семьи. Оползень также повредил несколько соседних построек и перекрыл местные тропы. Помимо трагедии в Мардаме, сильные ливни вызвали масштабные наводнения в городе Сиболга и 4 прилегающих районах. Вышедшая из берегов река подтопила около 200 домов и вызвала локальные оползни. Спасатели эвакуировали десятки жителей из особо опасных зон. Местные власти и агентства по борьбе со стихийными бедствиями призывают жителей районов, подверженных риску оползней и наводнений, проявлять крайнюю бдительность и следовать распоряжениям об эвакуации, не подвергая жизни неоправданному риску. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В воскресенье в небе над Западной Гватемалой в районе вулкана Сантьягита, комплекса лавовых куполов на юго-западном склоне стратовулкана Санта-Мария, пронесся яркий болид. Это космическое явление совпало с периодом повышенной вулканической активности, создав красочную картину – огненный шар над дымящимся кратером. Местные жители восприняли метеор как знак небес. В гватемальской культуре такие явления часто ассоциируют с мифами майя о звездных духах. Сантьягита – один из самых активных вулканов Центральной Америки, извергающийся с 1922 года после катастрофического взрыва Санта-Марии в 1902, в результате которого погибло около 5000 человек. В этом году на вулкане в среднем происходит от 1 до 8 взрывов в час. Вчера короткий, но интенсивный ливень на северо-востоке Иордании вызвал внезапное наводнение в районе Абу-эз-Зиган в провинции Зарка. За час выпало от 40 до 50 миллиметров осадков. Бедный пригородный район, где сухое русло реки, выходящее из гор, пересекает городскую зону, ушел под воду. Вода, насыщенная илом и мусором, хлынула в низины, превратив узкие улочки в бурные потоки глубиной до 1,5 метра. В результате удара стихии оказалось подтоплено около 30 домов и 5 ферм. Движение по трассе Амман-Зарка было заблокировано на несколько часов. Около 20 гектаров посевов были уничтожены, 100 домов остались без электроснабжения. Из затопленных домов спасатели эвакуировали около 50 жителей. Жертв удалось избежать благодаря оперативной работе гражданской обороны.
По данным метеорологов, ливень был частью холодного фронта, принесшего нестабильную погоду из Средиземноморья. В понедельник жители Пуэрто-Рико наблюдали в небе яркий болид. Яркость объекта была достаточной, чтобы его было видно даже при дневном свете, что является довольно редким событием для метеоров. По данным Карибского астрономического общества, болид представлял собой метеор размером от 1 до 3 метров, который, войдя в атмосферу, взорвался, окатив округу оглушительным взрывом. Сообщения о наблюдении метеора поступали также из Агуадильи и с островов Сент-Круа, Сент-Джон и Сент-Томас. Это событие стало одним из немногих за год, когда падение метеора сопровождалось на Земле звуком взрыва, что очередной раз подчеркивает его значительный размер. Ситуация с наводнениями в южных провинциях Таиланда достигла критической отметки. Общее число погибших в результате разгула стихии возросло до 13 человек. Популярный туристический коммерческий центр Хат-Яй полностью парализован. Власти объявили всю провинцию Сонгхла зоной стихийного бедствия. Непрекращающиеся с 19 ноября проливные дожди привели к рекордному уровню осадков, которого не наблюдалось по некоторым оценкам 300 лет. Вода в Хат-Яе поднялась от 1,5 до 3 метров, полностью затопив дома, улицы и инфраструктуру. По данным Департамента по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий, более 2,1 миллиона человек в 9 провинциях так или иначе пострадали от стихии. Правительство Таиланда объявило чрезвычайное положение в Сонгхла и поручило военным возглавить масштабную операцию по оказанию помощи и эвакуации. Аэропорт Хат-Яе остается закрытым. В больницах, где нарушено электро- и водоснабжение, медперсонал продолжает работать в сложных условиях. На фоне наводнения возникла экологическая угроза. Утечка сырой нефти в Хат-Яе смешалась с паводковыми водами, что добавило проблем коммунальным службам. Военно-морской флот Таиланда направил в зону бедствия авианосец Чакри Нарюйбет и флотилию из 14 судов, которые будут использоваться как плавучий госпиталь и центр снабжения, способный производить до 3000 горячих обедов в день. Вчера вечером на японском острове Кюсю произошло землетрясение. По данным метеорологических служб, магнитуда подземных толчков составила 5,4. Эпицентр толчков находился в 13 километрах к северу от города Асо и в 44 километрах к юго-западу от города Беппу. Очаг залегал на глубине 10 километров. Благодаря небольшой глубине залегания толчки ощущались по всему региону Кюсю и вызвали волнения среди населения. Толчок длился 10-20 секунд, вызвав раскачивание зданий и падение предметов. В Асо и Кикути зафиксированы мелкие трещины в стенах, оползни на склонах и падение камней. В Кумамото возникли перебои с электричеством в 200 домах, возникли задержки в движении поездов и работе аэропортов. После основного толчка в течение нескольких часов произошла серия авторшоков. Магнитуда самого сильного из них составила 3,1. О жертвах не сообщается, известно, что несколько человек получили травмы. Информации о серьезных разрушениях на данный момент не поступало. Активность одного из самых опасных вулканов Индонезии, Мерапия, расположенного в особом регионе Джокьякарта, усилилась. Был зафиксирован сход раскаленного лавового потока, который направился вниз по склонам вулкана и достиг рек Путих и Красак, преодолев расстояние около 1500 метров. Специалисты Центра вулканологии и снижения геологических рисков постоянно ведут мониторинг ситуации. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуется соблюдать установленную опасную зону и не приближаться к руслам рек, куда может сходить лава или, в случае дождей, опасные вулканические селевые потоки. Сильные дожди, прошедшие в южной части египетской провинции Красное море, привели к внезапным наводнениям в горных долинах Ивади.
Власти региона объявили высокий уровень готовности всех служб для предотвращения возможных разрушений. Особенно интенсивные осадки наблюдались в районах Вади-Хамитра и Бернис, расположенных западнее популярного туристического города Марсаала. Благодаря своевременно принятым мерам и существующей инфраструктуре удалось предотвратить масштабное разрушение. Существующие дамбы успешно удержали значительные объемы воды, не допустив затопления жилых районов и основных дорог. Для дополнительной безопасности власти Марсаалама направили тяжелую технику к 140-му километру дороги Марсаалам-Бернис. Целью работ стало создание канала для направления излишков паводковых вод прямо в море. Сильные дожди и потоки воды также затронули город Шалатин на границе с Суданом. Движение на некоторых дорогах там было временно приостановлено, но о серьезных разрушениях или пострадавших не сообщается. Сильные дожди, не прекращавшиеся в течение последних суток, привели к масштабным наводнениям и подтоплениям в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. Особенно критическая ситуация сложилась в городе Луис-Альвес, где за 24 часа выпало почти 200 мм осадков. Интенсивные ливни вызвали выход местных рек из берегов и затоплению целых районов. Наиболее пострадавшим районом в Луис-Альвес оказался Канас. Сейчас вода медленно убывает, но доступ по земле остается заблокированным из-за наводнения, оползней и поваленных деревьев. В результате разгула стихии повреждены 364 дома. 148 жителей были вынуждены покинуть свое жилье, 15 из них размещены во временных убежищах. Занятия в школах города были приостановлены. Из-за сильного ветра было временно закрыто движение в порту Итаджаи. Наводнения затронули и другие крупные города. По данным региональной службы гражданской обороны, пострадали 33 муниципалитета штата. Власти продолжают работу по оказанию помощи пострадавшим и мониторингу ситуации в регионе. Сильные продолжительные дожди, обрушившиеся на столицу Малайзии, стали причиной серии оползней в районе Сипутех. Одно из происшествий произошло в районе Джалан-Сипаду. Там обрушился участок склона длиной около 60 метров. Оползень повредил 2 автомобиля и несколько мотоциклов, припаркованных поблизости. На место происшествия немедленно была направлена команда спасателей. Более 100 жителей жилого комплекса были эвакуированы из зоны риска. Многие семьи, преимущественно из малообеспеченных слоев, временно размещены в центрах временного пребывания. Еще одно обрушение склона произошло вдоль Лоренг-Джугра-Далам, всего примерно в 4 километрах от первого места происшествия. Обрушился 10-метровый участок дороги, в результате чего повреждения получил один автомобиль. Власти проводят эвакуацию жителей из потенциально опасных зон и призывают граждан к бдительности в условиях затяжных муссонных дождей, которые насыщают почву влагой и повышают риск схода новых оползней. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады увидеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.